А вот в нашем российском праве какой способ заключения договора в интернете будет являться правильным? К сожалению, российская правоприменительная практика не содержит в себе каких-либо пояснений на этот счет. Можно говорить только о каких-то косвенных подтверждениях, что суды лояльно относятся к заключению таких соглашений в интернете. Например, не анализируя сам порядок заключения такого соглашения, суд в споре, касающемся соцсети ВКонтакте, установил, что пользовательское соглашение между сторонами является заключенным. Опять же, повторюсь, что данный вывод можно сделать только косвенно. А если анализировать зарубежный опыт, то какой способ и какие действия нужно сделать, чтобы договор считался заключенным? Если говорить в общем, то у Click Wrap Agreements есть намного больше шансов быть признанным заключенным между сторонами, нежели чем у Browse Wrap Agreements. И связано это с тем, что при заключении Browse Wrap Agreements у пользователя нет в принципе возможности, точнее технической необходимости заходить и ознакомливаться с условиями такого соглашения. Но на самом деле мы знаем, что ты можешь зайти на любой сайт, поставить технически галочку «Я согласен с условиями пользовательского соглашения» и пользоваться им. То есть это не влечет никаких последствий у нас в России. Так ли это? Про Россию сказать сложно в силу отсутствия правоприменительной практики, но при этом нужно принимать во внимание желание администрации сайта довести до сведения пользователя условия такого соглашения. То есть, если вырабатывать критерии, то можно сказать, что пользовательское соглашение должно быть представлено на сайте, то есть пользователь должен ознакомиться с этим соглашением, во всяком случае его прокрутить. Кнопка «Я согласен» должна быть расположена ниже этого пользовательского соглашения, либо вообще должна появляться только при условии прокрутки пользовательского соглашения пользователя. Есть ли какая-то разница в том, что ты поставила галочку «Я согласен», у тебя есть ссылка на пользовательское соглашение, либо ты прокрутила это пользовательское соглашение и тоже поставила галочку «Я согласен», но при этом не прочитав данный текст? Разница здесь в намерении именно администрации сайта сделать от себя все возможное для того, чтобы пользователь все-таки ознакомился с этим соглашением. Здесь по аналогии можно привести пример с медучреждениями. Любой из нас, обращаясь в медклинику, также, как правило, получает от администрации этой клиники экземпляр договора на оказание медицинских услуг. Но далеко не каждый из нас прочитывает этот договор. Как правило, мы его пролистываем и ставим подпись внизу. Здесь примерно та же специфика. Нам предоставили соглашение, сделали от себя все возможное, чтобы мы его пролистали, а вот насколько подробно ты его изучил и как ты просмотрел эти условия, зависит уже лично от тебя. То есть, если подвести итог, получается, что для того, чтобы пользовательское соглашение было заключено надлежащим образом, необходимо соблюдать такие условия, как предоставлять полный текст, а не ссылку на него, возможность пролистать этот текст, а точнее даже обязанность пролистать этот текст до того, как ты поставишь галочку «Я согласен». Да, и в дополнение я бы хотела сказать, что все эти действия должны быть обязательными для того, чтобы пользователь перешел на страницу, которая уже позволяла использовать сайт полностью. Потому что если будут соблюдены все эти действия, но пользователь, минуя страницу с регистрацией либо прокруткой пользовательского соглашения, все равно может получить доступ к сайту, по сути, все эти намерения будут нивелированы. Спасибо, Оля. Была рада помочь. Теперь мы знаем, где правильно ставить галочку «Я согласен», чтобы в суде договор был признан заключенным. Как будет развиваться практика, мы еще увидим дальше и, возможно, снимем еще не одно видео на эту тему. До скорого!